Приветствую тебя на канале, меня зовут Яна и добро пожаловать в состязание звезд скачки. Это новая игра, которая совсем недавно появилась в Steam, буквально чуть меньше месяца назад, 6 июля, по-моему. Но, к сожалению, она платная, поэтому я долго думала, покупать ее, не покупать, стоит, не стоит. Но посмотрела летсплей других ютуберов и все-таки решила купить, так как мне здесь безумно понравилась графика. Она реалистичная, лошади похожи на настоящие. И здесь скачки действительно тоже похожи на настоящие. Ну, вы сейчас все увидите. Давайте вместе с вами нажмем на кнопку «Играть». Посмотрим. Я без вас не стала даже загружать игру. Я знаю, что здесь есть русский язык. Русский язык только получается в интерфейсе. Но такого голосового перевода, к сожалению, нет. Да, что очень жаль. Итак, создать игру, да? Локальная или облачная. Давайте облачную, а то мало ли, вдруг я буду играть на разных компьютерах. Такое тоже бывает, на разных ноутбуках. Так, здесь есть сюжет, быстрый забег, онлайн забег, то есть с онлайн игроками, тотализатор, создание лошадей, ничего себе. Ой, ну слушайте, это все интересно, нужно будет все это просмотреть обязательно. Давайте сюжет начнем, конечно же, с сюжета. Очень красивая заставка, картинка загрузки. Так, Килдер, Ирландия, 1967 год. Ну, сейчас идет так, озвучка. Ну здесь такое идет небольшое обучение, движение, и D. Отлично. Какие мы по счету пришли? Первые, да? Не успели начать играть, как мы сразу победили и попали на обложку. Так, и попали на обложку местной газеты. Газеты писали о последней победе, заслуженная похвала. Но я был там. Я знал, что он сделал это ради сенсации, ради спорта и, главное, ради семьи. Ваш отец уже уверенно чувствовал себя в седле, и его имя начали узнавать. Но угадайте, что стало, когда ваш гордый дед уступил ему свое место под солнцем? Он превратился в неудержимый ураган. Но потом, конечно... Смертельное падение. Что и следовало ожидать. Вы знаете, как сильно это ударило по семье. И особенно по вашему деду. Утерянное наследие. Столько достижений, и он стал себя считать неудачником. Да. Но, несмотря на все, я по-прежнему верю в наследие вашей семьи. Если вы можете, если вы хотите, то, пожалуйста, вернитесь. Это письмо, да? Я верю, что вместе мы сможем вернуть эту усадьбу к ее прежнему величию. Всегда ваш Фрэнсис Кван. А вот и вы, как хорошо, что вы ответили на мое письмо. Нам безумно нужна ваша помощь, чтобы привести это место в надлежащий подарок. Добро пожаловать домой, мы еще сделаем из вас профессионального жокея. Так, сейчас мы можем выбрать себе облик. Так, ну, это, конечно, интересно, здесь как бы выбор не очень-то велик. Так, можно изменить позже в усадьбе, кстати, облик. Это радует. Все, да? Ну, я не знаю даже, ну, может быть, что-то... у меня уже все, больше ничего не... Ну ладно, давайте вот это. Я не знаю даже. Они мне не очень-то нравятся. Так, а на русском языке не пишется?
Нет, пришлось переключиться на английский, Яна. Потому что он не пишет на русском языке. А, тут еще цвета, можно одежду выбрать. Ну, не знаю. Может быть, что-то вот такое. Так, я бы выбрала повеселее, да? Шлем тоже под цвет нужно будет подобрать. Я бы, наверное, что-то однотонное подобрала. Единственное, что с цветом определиться. Все, ладно, все, выбрали с закрытыми глазами. Отличный выбор цветов, Яна. Давайте заглянем в конюшню, познакомитесь с управляющей Софи. Здорово, я, София, очень рада с вами наконец познакомиться. Давайте-ка сразу к делу. Нам нужно за лошадью на рынок. То есть нам нужно сходить на рынок, да? Хорошо, это у нас новинка добавилась, рынок. Выберите лошадь. Итак, вау, сколько здесь интересного. Кобыла. Ну все, только две лошади нам представлены. Я-то думала, здесь сейчас как будет выбор такой большой. Это вот чуть дороже стоит. Давайте ее возьмем. Так, а как мне ее приобрести? Вот все, покупаем. Так, она тоже с белым носом. Ой, какая милая. Очаровательная. Поздравляем с пополнением. Кобыла по имени Тейл Тейлор. С нами скорость 40, спринт 40, разгон 39. Первый уровень. Готово. Так, смотрится весьма достойно. Ладно, увидимся позже и загляните к Фрэнсису. Он расскажет про новую цель. Так, у нас есть цели. Так, замечательно, я как раз вас искал. На местном ипподроме запланированы скачки. Нам пригодятся ваши жокейские навыки. Примите участие в забеге. То есть нам нужно будет принять участие в забеге для того, чтобы выполнить цель. То есть лошадь мы купили. Ну, давайте попробуем поучаствовать. Тут еще и цена. Есть забег. Перед забегом стоит изучить предпочтения вашей лошади. Окей. Как их изучить? Тейлор предпочитает занимать среднюю позицию в группе. Это значит, что ей нравится бежать посередине. Вот, покрытие твердое она любит, дистанция 1000 метров и позиция середина. А теперь назад, можно начинать скачки. Окей. Так, шансы тут еще даже начать забег. Ну, давайте начнем. Определяется бокс. Ух ты, как все реалистично. Прям аж мурашки по коже бегают, если честно. Прям как в настоящих забегах сейчас будем участвовать. Так. Красота. 800 метров. Круг. Ох, сколько народу-то собралось. Надеюсь, моя лошадь не застесняется. Так, где я? Вот она, я с краю вижу. Под номером 7. Ну что ж, начинаем. Так, для идеального старта нажмите Space. Окей. Используйте спринт, чтобы выйти на предпочитаемую позицию лошади. Тоже Space нажимаем. Переходите на спринт после вспышки для лучшего ритма. Понятно. Ну, что-то у меня не совсем, конечно, получается. Ну, я, наверное, приду в этот раз последний, потому что я не совсем понимаю технику забега. Финишная прямая. Как здесь ускоряться? Расскажите мне, пожалуйста. У меня почему-то нет ускорения.
Все. Мы прибыли. К сожалению, мы пришли последние. Но... четвертым мы пришли к финишу, но немножко страшно было первый раз испытывать заезд. Я не совсем поняла, конечно, как здесь ускоряться. Вау, какая красота, какая анимация. Все показатели можно поднять до уровня 2. То есть у меня здесь еще и апгрейд лошади сейчас будет. Отличная работа. Посмотрим, что мы заслужили за выполнение этой цели. Давайте глянем. Так, заберем награду. Как говорил ваш дед, все с чего-то начинали. Для первого заезда это отличный результат. Но если мы хотим достичь высоких результатов, надо тренировать наших лошадей. Лошади получают опыт, участвуя в забегах, после чего их можно тренировать. Пора познакомиться с нашим новым тренером Трентоном. Угу. Так, все, зерно мы забрали какую-то в награду. Итак, привет, я Ти-Джей. Мистер Кван нанял меня для организации учебной программы. Пойдемте посмотрим на тренировочный комплекс. Тренируйте лошадь, чтобы улучшить скорость, тренируйте лошадь, чтобы улучшить спринт, тренируйте лошадь, чтобы улучшить разгон. Ну, поехали. Это интересно. Без предметов лошадей не потренируешь. Повезло, что мы получили один такой в прошлом забеге. Вот для чего нужно будет зерно, это для тренировки. Каждый раз, когда вы тренируетесь, Тейлор становится сильнее. Давайте улучшим и другие показатели. Так, ну давайте. В принципе, у меня есть зерно. И сейчас все улучшили, да, по максимуму. Готово. Так. Цели. Мы уже какую-то цель выполнили, видимо. Давайте посмотрим. Да, все, забираем награду. Так, с базовым обучением все. Не забывай, нужно тренировать наших лошадей и дальше, чтобы они показывали на скачках высший класс. Отличное начало, но теперь нельзя расслабляться. Так, корм для разгона, корм для скорости и корм для спринта. Это для прокачки лошадей, и мы достигли уровня 2. Престиж повышен. 1200 золота получили. Доступны новые цели. Открыто место. Вау, тут новое место открылось. Открыта новая опция. Доступна новая экипировка. Ничего себе. Это уже интересно. Софи Мартин тоже нам дает какие-то цели. Добавьте денег, купите стойло для лошадей, выведите любую лошадь. Ну, это уже... Так, а здесь у нас соберите доход с усадьбы. Проскочите 1400 метров в различных забегах. Здесь улучшите постройку для тренировки скорости до 2 ранга. Так, улучшите постройку энергии для спринта до 2 ранга. Улучшите постройку для тренировки разгона. Ну, конечно, достаточно много здесь уже целей, здесь нужно будет их выполнять, я так понимаю, да, чем мы будем заниматься, скорее всего, уже в следующем видео. Давайте это закроем. Вот, надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вам понравилась эта игра, она была очень интересная. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг еще не подписаны. С вами была Энита, и увидимся в новых роликах. The blood in my veins. You say there's more to it than that. Change the reason I stay. I go